Всем привет! Сегодня меняю топливный элемент топливного фильтра Citroёn Xantia 1.9 турбодизель. Фильтр вот такой. Вот так он выглядит. Так, в первую очередь откручиваем 4 болта. Два оригинальных болта под шестигранник у меня уже сорваны и заменены под отвертку. Так, раз. Два. Три. 4. Так, открутили. Теперь одеваем трубочку на сливную пробку, чтобы слить со стаканчика лишнее дистопливо. Вот видите, как я сделал. Капельницу засунул, и все. Вниз туда кидаем и откручиваем. Все, топливо пошло вниз. Пускай сливается. Крышечку отдельно. Так, теперь достаем топливный элемент. Так, как видите, мусора практически там нету. Сейчас оно сольется, топливо до конца. Тряпочкой вымокаю. Все остальное посмотрю, может быть, продую. И смотрим дальше. Смотрю, топливо все уже слилось. Теперь там немножко водички есть, пару капель. Сейчас мы их вымокаем. Так, трубочка нам уже больше не нужна. И стаканчик с топливом тоже аккуратненько достаем. Вот сколько. Видите, он немножко там воды есть. Ну вот. Колба чистая. Вода вся впиталась в салфетку. И как раз было немножко грязи. И она тоже прилипла к салфетке. Я думаю, нормально. Компрессором думал продувать. Не надо, не стоит. И так достаточно. Теперь берем топливный элемент. Вот за счет этой резиночки и идет уплотнение. Вставляем и накрываем. Вот так. Вот стало на свое место и закручиваем.
2 шайбочки. Вообще рекомендую через хотя бы каждый месяц приоткручивать спускной этот штуцерок, потому что внизу все-таки вода собирается. Как ни крутите, в баке собирается конденсат, тем самым появляется вода в баке. И вода скапливается в этом отстойнике. И мы хотя бы раз в месяц откручиваем вниз и сливаем. Там немножко, там обычно грамм 50, это максимум воды. Вот так. Закручиваем без фанатизма, от руки, потому что за счет резинки идет уплотнение. Так, закручиваем штуцерок, накачиваем топливо. Накачиваем до той степени, пока груша не становится жесткой. Так, приотпускаем и смотрим, идет топливо или воздух. Так, в нашем случае пошло топливо. Вот. Вытираем все места, где попало здесь топливо. Так. Проверяем, что нигде ничего не текет. Все, работа закончена. Всем спасибо за просмотр. Буду рад, если кому это видео помогло в ремонте. Все, пока.